Если ты хочешь поднять паруса, выбрать курс и участвовать в морских сражениях, то вот для тебя 5 интересных игр, вдохновленных пиратским духом. Это уже третья часть, и если ты не увидишь свою любимую игру, возможно, мы о ней уже пообщались в прошлых роликах. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Naval Action. Ты отправляешься в эпоху больших морских путешествий и сражений, где каждый выход в море может обернуться как славной победой, так и поражением. Основу игры составляют морские бои и управление кораблем. Постепенно ты учишься маневрировать под парусами. Ветер учитывает направление, тип корабля, площадь парусов и даже эффективность маневра при смене галса. Чем опытнее становится капитан, тем больше возможностей открывается для участия в более серьезных столкновениях. Naval Action ориентирована на многопользовательскую игру, поэтому большое значение здесь имеют союзники и взаимодействие с другими игроками. Можно объединяться с друзьями, участвовать в совместных походах и сражениях, а также создать собственную историю на просторах открытого моря. Игра старается передать атмосферу эпохи парусного флота, делая акцент на исторических кораблях, морских путешествиях и тактических боях. Если тебе всегда хотелось почувствовать себя капитаном настоящего парусного корабля, то здесь как раз появляется такая возможность. И интересный факт. Главная цель проекта – максимально реалистично передать морские сражения эпохи парусного флота. Разработчики отдельно рассказывали, что многие параметры кораблей собирались по историческим архивам, чертежам и военно-морским документам 18-19 веков и вообще создавали проект изначально как симулятор. Windward Horizon. Здесь ты начинаешь путь как молодой капитан, который отправляется исследовать огромное морское пространство. Перед тобой открыты десятки направлений. Можно заниматься торговлей, выполнять задания для различных фракций, искать сокровища, рыбачить или просто путешествовать по открытому морю, наслаждаясь атмосферой и исследуя новые территории. Каждая компания предлагает процедурно сгенерированную карту, что добавляет реиграбельности. По мере прохождения ты влияешь на окружение. Города и провинции нуждаются в ресурсах для развития, а сотрудничество с одними фракциями может повлиять на отношения с другими. Большое внимание уделено развитию корабля. Ты можешь собрать судно под собственный стиль игры, усиливая броню, устанавливая новые пушки или превращая корабль в мощный таран. В игре есть возможность прокачки, и с каждым уровнем открываются новые таланты. Во время путешествий можно нанимать членов экипажа, помощников и капитанов со своими особенностями. Со временем становятся доступны новые суда и дополнительные сюжетные линии, которые открывают еще больше возможностей. Интересный факт. Перед покупкой разработчики предлагают пройти бесплатную демо-версию, которая включает первые 10-20 часов игрового процесса, и прогресс переносится в полную версию игры. Проект разрабатывался почти 3 года и задумывался не как прямой ремейк Windward 2015 года, а как морское RPG-приключение нового поколения с более живым миром и полноценными сюжетными линиями. Windrose. Тут ты капитан, который бросил вызов самому Черному Бороде. История начинается как борьба за выживание с нотками мести, но постепенно разворачивается как большое пиратское приключение, где переплетаются интересы империй, пиратских фракций и таинственных темных сил. Мир игры сочетает путешествия по суше и морю. На суше игра предлагает боевую систему в стиле Souls-like. В распоряжении есть сабли, рапиры, алебарды, двуручные мечи, пистоли и мушкеты. А на море ты сам решаешь, вести бой на расстоянии с помощью пушек или идти на рискованный абордаж. Корабли можно настраивать под свой стиль игры, менять их внешний вид и улучшать экипировку. В основу геймплея входят строительство, крафт и исследование открытого мира. Ты будешь осваивать процедурно сгенерированные острова, искать ресурсы, строить форпосты и развивать собственное поселение. В путешествиях можно находить подземелья, выполнять задания, торговать с фракциями и зарабатывать репутацию, которая открывает доступ к новым возможностям и наградам. После побед остается собирать трофеи и отправляться навстречу новым морским маршрутам и сокровищам. Интересный факт. На момент запуска в раннем доступе игра уже предлагает полноценное приключение на 50-70 часов сюжетного прохождения. Мир включает около 30 процедурно сгенерированных островов. Разработчики не скрывают, что главным вдохновением для проекта был именно Assassin's Creed 4 Black Flag и изначально создавалась как фри-то-плей ММО под названием Crosswind. Sea Dogs – To Each His Own. Здесь ты отправляешься в путешествие по Карибскому бассейну 17-18 веков в роли отчаянного авантюриста, где сможешь отыскать богатство, повысить собственную репутацию, завести союзников, ввязаться в опасные истории и постепенно стать одной из самых известных фигур региона.
Основу приключения составляет масштабная сюжетная линия, рассчитанная более чем на 200 часов прохождения. По пути тебя ждут многочисленные задания, морские путешествия и встречи с самыми разными персонажами. Можно развивать своего героя, улучшать навыки, подбирать экипировку и экспериментировать с системой развития, которая открывает разные подходы к прохождению. Немало времени предстоит проводить как на суше, так и в море. В распоряжении оказывается большой флот кораблей различных наций и классов, а в сражениях пригодится доработанная система фехтования и широкий выбор оружия. От простых ножей и пистолей до мушкетов и тяжелых мечей. Дополняет все алхимия, создание предметов и использование различных амулетов и артефактов. Здесь есть место не только опасным морским походам, но и романтическим историям, неожиданным знакомствам и судьбоносным решениям. Интересный факт. Одной из главных особенностей игры стала реалистично проработанная карта Карибского бассейна эпохи пиратства. Разработчики также заявляют о более чем 200 часах контента. Часть механик появилась благодаря фанатским модификациям для предыдущих игр серии. И одной из легенд сообщества стали скрытые острова, которые вообще не отображаются на глобальной карте. Порт-Роял 4. Ты оказываешься в Карибском море 17 века и берешь под свое управление молодую колонию с мечтой превратить ее в процветающий торговый центр. На старте выбираешь одну из 4 колониальных держав – Англию, Францию, Испанию или Нидерланды. После чего начинаешь строить собственную экономическую империю среди островов и морских торговых путей. Большая часть игры посвящена развитию городов и созданию сложных производственных цепочек. Тебе предстоит перевозить товары между десятками поселений, следить за потребностями жителей, расширять производство и грамотно прокладывать маршруты через все Карибское море. При этом важно учитывать особенности морской карты, избегать штормов, мелководья и опасных участков. По мере развития растет репутация, открываются новые здания, корабли и возможности для дальнейшего расширения. В игре представлено 18 исторических кораблей, а морские сражения впервые для серии выполнены в пошаговом формате, где важны грамотное позиционирование и тактика. Игра хорошо подойдет тем, кто любит неспешное развитие, управление ресурсами и масштабные торговые системы с историческим антуражем Карибского региона. Интересный факт. Продолжение стало самой масштабной экономической моделью в истории серии. 60 городов Карибского бассейна, 25 типов товаров и огромная карта без загрузок между городами и глобальным режимом. В ранних версиях городское развитие выглядело проще, но студия хотела дать игрокам возможность буквально проектировать производственные районы и учитывать бонусы соседства зданий. Ну как, захотелось ли тебе почувствовать себя настоящим пиратом? Если да, то моя миссия выполнена. И судя по вашей активности, я смогу понять, насколько тема интересна. Так что подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии. А главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.